Всем привет, это Ильин Сергей, он же Сиреней из Гатчины. Эта игра называется Prince of Persia 2008 года. То есть игра вышла через 3 года после завершения классической трилогии. Кстати, трилогию я проходил, прохождение всех 3 частей есть на канале, если что. Эта же часть с трилогией никак не связана, это своего рода переосмысление, перезапуск серии. Буду играть в ПК-версию с максимальными настройками графики. Геймпад DualSense. Нажмите любую клавишу. Новое загрузить настройки дополнительно. Настройки. Графика. Поскольку это игра от Ubisoft, то графика настраивается не здесь, а в лаунчере. Сейчас в лаунчер не попасть, но я там уже все прощелкал. Что до звука, то можно играть с английской озвучкой и английскими титрами, или русский дубляж плюс русские титры. Совмещать не получается, то есть сделать английскую озвучку и русские титры нельзя. Поэтому я буду играть на русском. Список комбо. Пока не очень понятно. Управление. Я тут уже тоже все настроил под себя. Выходим. Дополнительно галерея графики, менеджер аватаров, создатели. Закрыто. Ничего здесь не поделать, насколько я понимаю. Пока что. Аватары. Активно принц. Образа 2008 года. Можно что, поменять внешность? Альтаир. Это кто? Из Assassin's Creed? Оставлю, как было. Назад. Переходы такие долгие. И новая игра. Тебе надо лишь попросить. Прости же меня. Ты знаешь, чего я прошу. Если желание исполнено, То дай мне моя. Ветер свободен, но песок следует за ним. Он не знает окружающего мира. Он на милости дыхания богов, порывов ветра могучих бурь. Что значит одна песчинка в пустыне, одна пылинка среди бури? Фара? Привет. Говорил же, что ее тут нет. Пошли. Эй, скажи хоть, как тебя звать? И можно управлять. Совершенно иной визуальный стиль. Селшейдинг этакий. Бежать за девушкой. И управление тоже другое, надо привыкать. Прыжок. Запрыгнуть на стену и бежать вдоль.
Ай, отпрыгнуть от стены. В то время, когда бегу по ней. Эй! В этом точно нет нужды. Может, все же поговорим? Понятно, похоже, ты не разговорчив. Атака мечом. И атака перчаткой. Блокировать. Давай, бей. Кажется, сейчас ты уже не прочь поговорить, верно? Да-да, и ты беги прочь. Почему ты преследуешь меня? Я просто ищу Фару, я слышала твой крик. Тебе с подружкой надо уходить. подружкой. Фара не подруга, это мой осел. Ты рисковал жизнью из-за осла? Это хороший осел. И с ним к тому же изрядный груз золота. Просто уходи. Если нас не увидят вместе, тебе ничто не грозит. Эй, ты! Может, в следующий раз дашь совет вовремя? А за ней. По-другому, нежели в трилогии. Элика! Нет, он здесь ни при чем. Нет! Ну, как ты? Я поймал тебя. Они идут сюда, сюда. Надо уходить отсюда. Как ты это сделала? Я не знаю. Ясно. А твое умение творить магию не связано с тем, что они хотят нас убить? Меня они убивать не хотят. Их цель ты. Ладно, секретничай. Но скажи хотя бы, как отсюда бежать. Мне нельзя бежать. Мне нужно в храм. Спасла его, владеет некой магией. Все, дальше я смогу сама. Отпусти ее! Я потерял осла. Упал со скалы и получил камнем по башке. Я точно не в настроении. Отпусти ее! Я ее силой не держу. Пусти ее! Она бежит от вас, а не от меня. Ну как, сможешь бежать? Да, А где твой храм? иди. Я пойду следом. Поговорить с Эликой. А где находится храм? Нам нужно идти туда. Кстати, здесь сохраняться надо мануально. Насколько я понимаю, в трилогии были фонтанчики. Ну что, побежали к храму.
начинаю привыкать к этим побегушкам по стенам. Ощущается по-другому, нежели в трилогии. Она здесь, у нас! Остановитесь! Мы не причиним вам вреда! Атакуйте перчаткой. Так, подойти надо сначала. И еще раз. О, комбо получилось. Блокировать. 4 раза. А я только на 3 рассчитал. И опять не рассчитал. Ты не встанешь между нами и принцессой. Какой принцессой? Так ты принцесса? Выходит, что принцесса. Акробатика. Вот такое можно выделывать. Точно рассчитать время, чтобы отразить. Главное рассчитать. Вот так вот. Потом контратака. Блокировать. Элика, все кончено. Тебе не вернуться. Зачем бежать? Бежать тебе некуда. Он не сдается. Надеюсь, ты не боишься высоты? Спуститься со стены при помощи перчатки. Ой, нет, так это не работает. R1 тогда. Привык на кружок жать. Храм здесь, прямо под деревом. Вы поклоняетесь дереву? Впечатляет. Вон как припустила. Метров на 100 уже оторвалась. Дайте хоть посмотреть на местные красоты. Надо догонять. Понятно. Ой, не нужно нажимать. Что ты там делаешь? Он сам запрыгивает один раз X, а второй прыжок он делает сам. Берись за конец и толкай. А что в храме? Толкай, говорю. И опять не R1, а... Выходит треугольник. Здесь есть золото? Вроде за нами не гонятся, но лучше спеши. При помощи R1, а не при помощи кружка. А если здесь нет золота, зачем тут столько запоров? Это тюрьма, где заключен Ахриман. Ахриман? Это... Ахриман? Бог тьмы, который убивает людей и уничтожает города? Это им пугает непослушных детей? Будет много мертвых непослушных детей, если ты мне не поможешь. Запрыгнуть на стену, активировать кольцо. Где Ахриман? Под этой печатью. Спасибо, что помог мне добраться, но теперь тебе нужно уйти.
Ты хочешь, чтобы я ушел? Эрика! Вернись. Я разберусь. Я не могу потерять тебя снова. Отец, нет, умоляю. Отец? Попробуем. Цель вышла за радиус. Чего? Ах, какой-то он жесткий. Это не твой бой. Нет, отец, нет. Отец! Уходим отсюда. Скорее! Кажется, нужен другой план. Вот это другое дело. Магия Элики. Нам нужно выбираться отсюда. Вот. Беги, беги. Что это за существа? Солдаты Ахримана пленен предметом. Да? Ну, похоже, они выбрали. Ахриман вырывается. Я тьма и ваша погибель. Ты увидишь гибель света. Кто еще из твоих родственников решил нас убить? Или конца света жаждет лишь твой отец? Ты думаешь, я хотела этого? И что нам теперь делать? При условии, что бог тьмы не прихлопнет нас, как мух. Он еще не освободился. Не до конца. Храм пока еще сдерживает его. Что-то произошло с плодородными землями. Если мы дойдем до них, будет шанс его остановить. Плодородные? Земли, созданные, чтобы сдержать Ахримана. Они питают храм.
А храм питает дерево. Его нужно остановить. Мы должны выбраться отсюда. Ну, беги. Но далеко ты не уйдешь. А, шайтан, я шел домой. У меня была бы куча золота, десятки женщин, море вина, ковры вот такой толщины. А теперь моя компания — злой бог и безумная дева. Ах, ладно. Что там надо сделать и с какой из этих штук? К этим плодородным землям мы все равно не сможем пройти. Надо добраться до этих 4. Тогда посмотрим, что из этого получится. Если я найду осла. Вот такие ковры. Вот такие! Открыть карту мира. Добро пожаловать на урок по работе с картой. Эти земли закрыты, вам нужно активировать силу в храме, чтобы добраться до них. Силовые платформы могут быть активированы в храме, когда у Элики будет достаточно семян света. Вам нужно выбрать точку назначения. Использовать для подсветки выбранной точки. Потом нажать для установки. Ща подумаем. 0 из 60. Семена света. Что это значит? Красная, синяя, желтая, зеленая. Мы здесь. Видимо, вот эти территории доступны. А без разницы в какую? А вот эти территории. Как понимать? Или это умение может быть? Теперь, когда вы установили точку, можете покинуть, нажав карту мира. Здесь нам делать нечего. Вот и весь разговор. А нет, еще не весь. Нужно идти в плодородные земли. Мы зря теряем время. А что это за плодородные земли? Они питают храм, давая ему силу, которая держит Ахримана взаперти. Как? Я не знаю. Их создали спустя 1000 лет после пленения Ахримана. Если тебе нужны подробности, может, подождешь, пока мы снова заточим Ахримана? Так ты не знаешь, что делают плодородные земли? Нужно добраться до них. Просто иди за мной. А есть план Б, если этот не сработает? У меня пока нет даже плана А. Куда мы тогда идем? Придумывать план А. Ахриман, нельзя просто убить. Но он бог. Сколько у нас времени? Если дерево его еще держит, то несколько часов. Или меньше. А отсюда есть выход? Не тот, через который мы вошли? Да. Нет. Другого нет. Прелестно. Так что с твоим отцом? А что с твоим ослом? Да ты знаешь, как тяжело найти хорошего осла. Они на дорогах не валяются. Я начинаю беспокоиться за вас обоих. Если Ахриман в темнице, как мы можем его слышать? Он не сбежал. Мы видим и слышим лишь то, что проникает наружу, за стены его тюрьмы. Так ты жила здесь? Да, жила, росла. Всю свою жизнь. Ты принцесса, а где же твои подданные? Ахриман превратил их всех в этих жутких чудовищ? Они ушли. Ушли? Куда? Дальше, в пустыню. То есть ты не знаешь? Они забыли о своем долге. Они покинули то, что клялись защищать. А те, кто дал эту клятву, они пришли сюда из других земель или родились здесь? Служить храму – долг нашего народа. Но как ты можешь посвящать жизнь чему-то, если ты больше ничего не видела? А где же выбор? Выпустить Ахримана или защищать от него мир. Но ты прав, выбора нет. А почему ты делаешь это? Что? Помогаешь мне? Потому что отсюда мне иначе не выбраться. Почему ты это делаешь? Надеюсь, не ради меня? Я видела, как ты смотрел на меня. И этот взгляд мне знаком. Ты красивая, конечно, но ради этого биться с темным богом? А ты помог бы моему отцу, если бы он попросил? Он тоже не столь симпатичен. Я просто хочу знать, могу ли я рассчитывать на тебя. Люди
Иногда... У тебя богатый опыт в общении с людьми? Нет, но мужчины часто делают глупости из-за женщин. Ну, я делаю глупости только из-за себя. Ты очень красивая. У меня еще и мозги есть. Жаль, что все это пропадает зря. А ты мне будешь давать советы на этот счет? Я же тоже симпатичный и с мозгами. На одно ты уж слишком упираешь, а другим не пользуешься совсем. Да сколько ж здесь диалогов. Я симпатичный, и что плохого? Важен не блеск золота, а то, что ты на него купишь. Это что-то вроде карты? Она показывает 4 части города. Цитадель, долина, дворец и город света. В каждой из них есть своя плодородная земля. Там-то темные и устроили себе пристанище. Они загораются. Мы видим, какие из плодородных земель исцелены. Карта показывает, какие силы нужны для открытия плодородных земель. Довольно странная форма для города. Плодородные земли представляют созвездия Армузда и Ахримана. Неужели все? Фух. Выпустили темного бога, точнее, отец принцессы выпустил. Не понял, она ж только что стояла где-то далеко, я обернулся, а она рядом. Да я уже наговорился. Почему я пошел за тобой? Кто-то еще собирается нас убить? Я же сказала тебе, уходи. Итак, насколько я понял, это такой хаб. Здесь храм и 4 большие зоны. Надо еще раз открыть карту и посмотреть, что к чему. Тут появилась легенда. Есть храм. Справа описание: древо жизни, сила нет, семена света нет, статус посещено. Потом есть сила Элики, умения. Первое — шаг Ормузда, рука. 60 семян требуется, кстати. Крылья, дыхание и территория. Королевские врата, руины цитадели, семян 45, статус заражено. Тут есть, опять же, руины. Вот описание сверху. Храм Солнца, башня мучеников, мельницы, Маршевая площадь, тоже по 45 везде. И какая-то есть логово охотника, тут 25. 45 на 5, 225 плюс 25, 250. И здесь подобным образом долина, котел и т.д. Получается 250 на 4. Всего карта содержит 1000 семян света. И можно установить назначение. Потом, если не нравится, поменять. Видимо, если статус заражено будет снят, можно будет дальше продвигаться. Примерно так. Можно телепортироваться из исцеленной земли в храм или в другую исцеленную землю. Карта. Сворачивайся. Ну, веди нас. Нам нужно идти туда. Огонек летит. Куда он летит? Исчез. А что, если здесь попрыгать? Не, слишком далеко. А все, больше огонек запустить нельзя.
знаешь, чего я прошу. Если желание исполнено, то дай мне мое. Да, может ли быть хуже? Это темные, избранные Ахримана. Они правили здесь много лет назад. То, что мы видели, вся эта тьма. Это Ахриман. И опять множество диалогов, как мне кажется, доступны стали. Что это было? Сон? То, что мы видели, вся эта тьма. Это Ахриман. Но если мы видели Ахримана в видениях, не он ли их создал? Нет, не он. Это сила Армузда. Храм старается сам защитить себя. А тот, с кем мы бились в храме, это темный? Нет, это был солдат Ахримана. Часть их была пленена с ним, когда он пал. А часть это сколько? Никто не знает. В некоторых записях говорится, что с ним было 4 темных и 1000 последователей. Будем надеяться, они ошиблись на несколько сотен. А темные знают, куда мы идем? Темные жили тут, когда Ахриман захватил город, но плодородных земель здесь тогда не было. Их создали Ахуры, чтобы сдержать Ахримана. А в храме мы слышали голос Ахримана? Тогда они должны знать о нас. Кто такие эти темные? Избранные Ахримана. Они продали ему свои души в обмен на награды. Они будут биться за него и за свою свободу. Значит, темные продали свои души. И почем? Большинство сражавшихся с ним погибли или стали существами, которых ты видел. Даже некоторые из них, что служили ему, не избежали этой участи. Темные — другое дело. Они сохранили часть своей души и свободной воли, а Ахриман дал им силы сражаться на его стороне. Так темные свободны? Они те, кем и были, пусть даже и отчасти. Но все равно они теперь лишь марионетки Ахримана, не более. Я лучше просто постою здесь. Вроде проговорили все ветки. Сюда! Непривычно R1 нажимать для таких случаев. Зацепился. Ага. Так, значит, сначала X, а потом треугольник. Черная жижа. И треугольник. Будто бы туда, но тут развилка есть. Скорее всего, по стене можно карабкаться. Надо спасти прогресс. На самом деле я попробовал за кадром залезть на лиану. Кстати, прикольно происходит. Она на плечи ему забирается. И побежать по этому коридорчику, попрыгать. Прыгал, далеко пробежал. И вот что понял. Понял, что вот эта стрелочка — это типа я на карте. И все эти проходы связаны друг с другом. То есть можно, пойдя направо сейчас, попасть сюда, сюда и даже сюда. Но мне это не надо, я хочу последовательно зачищать по часовой стрелке. Значит, надо идти за огоньком и повернуть налево, вот здесь. Этот принц, в отличие от принца из трилогии, не умеет хорошо раскачиваться, только вот так. И вообще как-то в целом паркур ощущается безопаснее. Ой, я забываю, что не надо один раз... Ух ты, как поменялись местами. Не надо второй раз на X нажимать.
Мы входим в цитадель. Если темные вернулись, охотник уже здесь. Поговорить. У меня такое чувство, что мы не одни. На плодородной земле мы будем в безопасности. Ты видишь охотника? Нет времени думать о нем. Надо взобраться на башню. Можно пойти туда, но это путь назад, скорее всего, чтобы вернуться потом. Потом выясню. Плодородная земля наверху башни. И мы можем добраться до нее? Да, Тогда нам надо подниматься наверх. И он автоматом встает на другую сторону колонны лианы. А дальше куда? Пробежать по крыше и схватить, и дальше пробежать. Драка. мы в ловушке. Все будет в порядке. Надеюсь. А где мое здоровье? Шкала. Что это за кнопка? Что теперь? Пока не знаю. Ты не... Исцелить. Экзамен Раша Бога. Почему я не мог найти это место и оставить себе золото? Ого! Что это было? Как ты... Эй!
в порядке. Ничего. Похоже. Плодородная земля очищена. Ахриман не сможет ее использовать. Так он пленен? Нет, нужно исцелить остальные плодородные земли. Да, как раз в твоем состоянии. Семя света. Отведи меня к семени света. Спасибо. Они тебе нужны? Я почувствовала, что да. Я не знала сначала, что с ними делать, но была уверена, что Армуст меня направит. Да? Будем надеяться, у него светлые идеи. И соберем еще эти светлые штуки. Поболтать можно. Эта темная дрянь не вернется сюда? Мы в безопасности. Земля исцелена. Тень Ахримана здесь бессильна. Итак, принцесса. Может, хватит звать меня так? А что не так? Разве ты не принцесса? Меня зовут Элика. Ладно, извини, принцесса Элика. Я не запомнила твое имя. Я тебе его и не говорил. Заметил, что во время диалогов можно немножечко камерой двигать. А как далеко ты уходила отсюда? Вон до туда. До конца каньона? А куда бы ты отправилась, если бы могла? К океану. На что он похож? Ну, в пустыне ты чувствуешь одиночество. Здесь ты выживаешь, а на море живешь. Осторожней, принцесса. Раз увидев его, ты можешь и не вернуться. А каково быть принцессой? Утомительно. Зачем ты носишь этот шарф? На удачу. Я думала, ты не веришь в удачу. Я нет, но вдруг она верит в меня. Я лучше просто постою здесь. Кажется, все проговорили. Меж тем наступило лето. Все расцвело, зелененькое такое. И много сфер для сбора цветовых семян. 2 из 60. Некоторые прямо по пути, некоторые хитро запрятаны. А вот еще одна. Да. Внутренний перфекционист во мне очень хочет все собрать, все 1000. Получится ли на деле? А может быть, все вот прямо сейчас-то и не собрать, способностей каких-нибудь нет. Поэтому, наверное, лучше сделать так. Собирать те, которые попадаются по ходу, легко. А потом перед финальным боссом примерно устроить глобальный досбор. Так будет логичнее всего. Если захочется. Ах ты чё. Анна спасает. Клинка времени нет, но есть принцесса. Это я сейчас буду возвращаться. Можно туда, хотя не, сейчас не хочу. И там есть.
Ну, отпускайся. А как мне вот эту брать? Вот просто интересно. Я ж не могу развернуться, побежать назад. Так что ли? Жизнью рискуя. Так, открываем теперь карту. Видим, что вот это исцелена. 19 из 45, силы нет. Мне нужно 60, чтобы открыть любой узел. Хоть этот? Нет. Сначала этот. То есть либо найти 60, а 60 я здесь не найду, здесь всего 45. Либо пытаться вот сюда, 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 из доступных. Поэтому я сюда направлюсь. Поставлю метку. И здесь сохранюсь. Получается, здесь у нас коридор к следующей локации. Это возвращение к пустоши, к храму. А здесь предыдущее. И все же, в виде исключения, я решил здесь побегать, дособирать семена, проверить, насколько они хитро спрятаны. И еще интересует такой момент, как подход к следующему узлу. Могу ли я туда зайти? Зачем мне что-то прокачивать до 60? Можно ли прямо сейчас? И все равно, получается, не собрал вот эту. Там символ изображен. Если открыть карту, то видно такой же символ вот здесь, будто это сила. Шаг Ормузда. И, видимо, пока не получил эту силу, не добраться до этой сферы. И еще такой же символ. Собираются. Опять семена против символа. Уже 2 недоступных.
я забыл, что... Но, к счастью, есть подружка, выручает. И там 3. И опять символ. 5 недоступных здесь. Ах, как же сюда запрыгнуть? Можно. Это берется. Сюда! Если будете двигаться быстро, вы сможете помешать возрождению врагов. А вон там кто-то возрождается. Только я уже быстро не смогу. Снова плохие парни. Если Ахриман выйдет на свободу, их будут... Ах. Ты не поверишь, но мне кажется, что кто-то оберегает тебя. Вроде подбежал к этому стыку. Карта. Да, вот я между этим и вот этим. Храм Солнца. Может быть, надо здесь все озеленить, и чтобы здесь лиана выросла. Сейчас попробую, просто интересно. Вообще-то куда-то можно побежать даже. Смотри в оба. Отчего ты такой нервный? Я не нервный, просто бывает тихо, а бывает слишком тихо. Не, ну реально добежал до узла. Я ничего не вижу. Именно. Вот это меня и нервирует. Опять же символ. Эта плита не активна. Нам не добраться до плодородной земли. Просто чудеса проектировки. То есть, если бы у меня было 60, тогда была бы активна, что ли? А тут можно прыгать. И там. В общем, не. Я просто любопытство удовлетворил, что можно. Можно. Но я не пойду. Пока что. Кстати, 40 собрал. И 5 недоступных по максимуму. Держись!
Сколько здесь прыжков-то? И на этом же самом моменте опять сохраню прогресс. Долго бежим, ползем, точнее. Плодородная земля на плоту. Мы можем влезть вверх по лианам, а затем перейти дальше. Перейти дальше куда? Там и выясним. Что это за трубы? Когда Ахриман отобрал город у Ахуров, алхимик устраивал здесь свои эксперименты. Это строили пленники. Над ними он оставил опыты. Страшноватый тип, не находишь? Он может подчинять себе тьму. Он придает ей ту форму, какую пожелает. Знавал я как-то одного гончара. Из-под его рук выходили такие вещи. Эти эксперименты. В смысле, это было для науки? Математики, алхимики, астрономы. Всякие взрывчатые штуки, формулы, цифры. Видишь? Я тоже читал книги. Алхимия и наука. Наука и алхимия. Все это очень интересно. Мы не превращали свинец в золото. Проговорил. Вот к третьему узлу, а я пойду сюда. Сюда. Я в нем и нахожусь, получается. Это алхимик. Кажется, мы потеряли путь к отходу. Если мы окунемся во тьму, то потеряем вообще все. Поговорить об этом регионе и темном, который охраняет его. Лучше остановить тьму поскорее, иначе у нас будут серьезные неприятности. Невежливо. Он не знаком с нами, но уже пытается убить. Нужно подняться выше. Я уже делал такое, зачем меня учат? Постарайся не промочить ноги.
Скорее, надо перейти вот здесь. Да-да, лезь на крышу. Притяжение никого еще не убило. Вот это было не в тему. Не останавливайся. Карине. Нужно добраться до него и остановить. Эй, отойди оттуда. Уже лучше. Ну вот. Позволь отнять у тебя последнее. Не так это было и трудно. Это послужит тебе хорошим уроком. Осторожнее, он может вернуться. Твори свою магию. Тьма рассеялась. Теперь, похоже, мы выберемся отсюда. Для получения сил в храме Элике нужны семена. Каждая сила открывает новую землю. Очистили этот регион, исцелили. Диалоги. Ахуры дали миру многих ученых, художников, поэтов. Сюда стекались самые образованные люди со всего света. И во что все превратилось? А мне лучше еще раз сразиться с алхимиком, чем говорить о поэзии. Не надо было есть ту козлятину. Ставим вот этот. Походу стараемся вот здесь все собрать из доступного. Ну что, идем в третью ячейку. Попутно собираем семена. Самые засадные
не собираем. Я их оставлю на досбор, если будет желание, уже говорил об этом. Я чувствую прилетит. Надо будет погуглить, есть ли альтернативная концовка, если соберешь 1000. Ты тяжелее, чем кажешься. А как взять тот, что за спиной? Изврат. Сюда. Там кто-то... Надо пресечь. Да, это было весело. Я рада, что тебя это забавляет. Так я попаду в этот узел, куда мне рановато. Пока нет. О, вот еще. Хорошо. Чё хорошего-то? Подсказка маячит, что мне надо карту открыть. А где я на карте? Где стрелочка? Ничего не понимаю. Вряд ли. Ты тяжелее, чем кажешься. Скорее, надо перейти вот здесь. Да-да, лезь на крышу. Притяжение никого еще не убило. А зачем нам надо здесь переходить? Вперед! А здесь я не знаю. Даже если я зацеплюсь, то я не смогу подняться туда. Может, способность какую надо обрести. А как спускаться? Эй! Сейчас я подниму тебя, принцесса. Держись. Сейчас отстанет от меня подсказка. Ох ты, я зря сюда прыгнул.
Надеюсь, оно не ядовитое. Кажется, я знаю, куда направляюсь. Но надо ж собрать. Что делать? В переходах между узлами. Вроде все. Здесь еще. Непростое это занятие. И несколько однообразное. Не сжимай так сильно! Я не знаю, дают здесь что-нибудь за то, что собрал 1000. И повлияет ли это на концовку, тоже сказать не могу. Держись! А как вот тот взять? Хе-хе-хе. А этот как? Самоубийственный. И погибнуть. Щекотно. Идем. Кстати, у меня уже далеко больше, чем 60. Это я подхожу к 3-му узлу. Нет, я на перепутье между 2-м и 3-м. Вряд ли здесь есть что-то интересное.
Хватайся! Где мы сейчас? Это часть королевского дворца. Ты жила тут? Только ты и твой отец? Здесь жили многие люди, которые потом покинули нас. Сначала опустела долина, потом развалилась цитадель, затем город. Остался только дворец. Страшновато быть тут одним. Здесь мы встретим не призраков, а иллюзий. Наложница будет ждать нас. Наложница поговорить, узнать об этом месте. Как нам перебраться туда? Тьма уничтожила мосты, что когда-то здесь были. Придется идти трудным путем. Давай вернемся в храм. Зачем? Говорит, в храм лучше вернуться. Что это? Твой винный погреб? Пещера была здесь еще до города. Когда построили дворец, это место использовалось для представлений, концертов, выступлений. Эти стены слышали многих великих людей. Я ни разу не был на представлении или концерте. Это приключения, истории, идеи, мечты о том, как сделать жизнь лучше. Тебя ждет целый мир приключений, принцесса. Лучше быть его частью, чем пытаться что-то представить. Мне нравятся истории, но если это место все, что ты повидала в мире... Идеи очень важны. Идеи не могут быть сильнее меча. Далеко не все можно решить ударом меча. Верно. Для остального много денег или немного любви. Можно сколько угодно думать о пленении Ахримана, но без меча этого не достичь. А без веры и храбрости, которые направит этот меч, все погибнет и станет прахом. Наложница продала Ахриману свою душу, как все темные? Никто не знает, кем она была на самом деле. Она и сама, наверное, не знает. Ахриман дал ей власть над иллюзиями. Она могла стать кем угодно. Люди верили в то, что ей было выгодно. А ты можешь создавать иллюзии? Уж если наложница... Я не знаю. Моя сила растет и изменяется. Я не знаю, что смогу сделать. Может, просто утрачу ее. Не утратишь. Армуст, если ты слышишь, не допусти этого. Если вы обе можете творить магию... Моя сила идет от Армузда. Ее от Ахримана. Ничего общего. А в твоих писаниях не сказано, как распознать иллюзии наложницы? Единственный способ развеять ее иллюзии – физический контакт. Но иногда это может не сработать. Это как, с наложницей физический контакт ты себе представляешь? Можно начать здесь прыгать, но почему-то... написано, теперь у Элики достаточно семян света, нужно возвращаться в храм. Храм. Установить назначение. Потом есть описание земли. Пустыня. Здесь, где сияли древа света, дающие жизнь плодородным землям, был заточен Ахриман. Древа умерли, храм ослабел, и теперь Ахриман снова шагает по этой земле. А я не знал, что можно послушать было. Про это нельзя. Королевские ворота. Башни и крепости не защитят нас. Мы должны поведать о случившемся людям, показать им, на что способен Ахриман. Только тогда мы будем в безопасности. Котел. Давным-давно сюда приходили, чтобы учиться. Когда город пришел в упадок, это место было заброшено. Теперь, со смертью алхимика, котел снова станет частью природы. Кстати, написано, что я собрал 40 из 45. И здесь 40. Видимо, этих 5 оставшихся недоступны простым смертным. А тут еще ничего, потому что не излечена зона. Так, а как телепортироваться-то? Не хотелось бы на ногах. Перенестись есть, я вижу. Нет. Выкинула меня. Еще раз тогда карта. Можете телепортироваться только из исцеленной в храм. А это не исцеленная. Поэтому надо возвращаться либо в исцеленную,
либо пешочком по среднему проходу. Ах. А как возвращаться? Внимательно. Я в порядке. Ну что ж, попробуем. Ах, ах. Пожалуйста, давай вернемся в храм. А я чем занимаюсь? Нам нужно вернуться в храм. Интересно, а зачем вот эти возвышенности, на которые я как-то пытался запрыгнуть? Не сомневаюсь, что можно. Они как-то связаны с силами, которые предстоит обрести. Вперед. Раз, два, три, четыре. Да, скорее всего. Ты уверена, что надо подойти так близко? Мы живы, значит, он в ловушке. Не может быть. После всего случившегося сегодня чего-то все еще не может быть? Эти плиты не горели многие сотни лет. Наверное, сработало исцеление. Они смогут удержать их, Римана? Нет. Они давали силу Ахурам. Но теперь, когда они активны, мы доберемся до других земель. Если их исцелить... То он останется в плену, и мы выберемся? Да. Подойти к силовой платформе, нажать какую-то кнопку, чтобы активировать. Что такое силовая платформа для начала? Теперь мы сможем войти в плодородные земли цитадели и долины. Несколько раз. Я готова. Мы используем эти силы, чтобы добраться до Земли? Да, эти силы защищали их. Придется научить меня пользоваться ими.
защищали плодородные земли. Откуда тут взялись слуги Ахримана? Земли заражены тьмой. Слуги Ахримана не могут использовать плиты. Эта сила идет от Армузда, бога света. А Армуз не может остановить Ахримана? Никто не знает, где он. Бог света, навешивающий на нас свои проблемы. 1000 лет назад, после войны, Армузд заточил Ахримана. Он поручил Ахурам стеречь тюрьму. И ушел. Куда, никто не знает. С тех пор Ахуры утратили полученные от него силы, и тюрьма ослабла. А ты не можешь помолиться, чтобы он вернулся? Будь Армузд здесь, он бы не допустил этого. Все зависит от нас. Но у тебя есть сила, значит, Армуст вернулся? Эту силу дал мне Армузд. Она идет от храма. Понятно, почему Ахриман бесится. Отсидеть 1000 лет. Он сам виноват. Армузд и Ахриман были братьями. Они поддерживали равновесие. Но Ахриман решил забрать все себе. Цена была ужасная, но в итоге Армузд и Ахуры заперли его в дереве. Мир избавился от Ахримана. Мы думали, что навечно. Где мы, интересно, окажемся? Эрика, умоляю, это было для тебя. Наш народ в прошлом. Дерево слабеет. Это твои слова? Или Ахримана? Где был Армуст, когда твоя мать ушла от нас? Где он был в час твоей нужды? Эрика, я твой отец! Я твой король! Когда в следующий раз захочешь расположить к себе дочь, попробуй подарить ей пони. Апокалипсис все же не то. Эй, У нас есть одна из сил Армузда. Мы можем добраться до других плодородных земель. Идем. А где Батяня? Нам нужно исцелить больше земель, прежде чем возвращаться сюда. Получила одну из 4 сил, но поговорить же надо. Сейчас важнее всего плодородные земли. Нам нужно туда. Здесь нас ничто не держит. Казалось, что что-то я здесь заметил. Но действительно показалось. А что если до края добежать? Какой пейзаж откроется? Просто тупик. Ну, такой себе пейзаж, скажем. Так, как минимум можно дособирать 5 вот здесь, потому что открылась способность, и начинать осваивать вот эти зоны. Хотя не совсем удачно, потому что надо будет проходить сквозь эти. Может, неверно я выбрал вот эту способность. Нужно было какую-то другую, чтобы осваивать вот эту или вот эту. Ну да фиг с ним. Можно телепортироваться же. Ясно, понятно. Надо сохраниться.
А как мне... Они ж все вне досягаемости. А вот до этой, возможно-то и можно. Ага. Отпуститься? Рохам дуров. Рошан. Аранамани. Спасибо. Заданку. Я был рожден не для этого! Красиво получилось. 45 из 45. Масира Нешандри. А, блин, так я его уже Не знаю пинал. Тодлика, верно? Ты ведешь себя не как принцесса. А как ведут себя принцессы? У них все есть, они не знают жизни. Даже как верблюд ест и как... Я знаю, как и что делает верблюд. Принцесса. Настоящая принцесса. А как насчет тебя? Кто ты? Но это недолгий рассказ. Так ты... Нет, так не пойдет. Давай уже и ты расскажи немного о себе. Как ты очутился в пустыне со слом, груженным золотом? Я направлялся к дому. Откуда? Неважно, откуда ты идешь, важно лишь то, куда. Теперь твоя очередь. Ты так и не сказал, где взял золото. Я его нашел. Нашел, значит. То есть ты вор? Я искатель приключений. Нет, вор. И я присваиваю брошенную собственность. Это случилось несколько дней назад. До меня дошли слухи об одной гробнице. Немного работы лопатой, и я загрузил бы золотом 20 ослов, кабы не стражники. Но мне удалось уйти, прихватив достаточно на пару лет безбедной жизни. Ты грабил мертвых? Куда проще, чем грабить живых. И за что мне это наказание? Да, я взял с собой немного золота, но его владелец мертв уже 300 лет. Ему-то оно уж точно теперь не нужно. Скажи, тебя кто-нибудь ждет? Мир полный людей. И ты ни с кем не сблизился? Верь в себя, и в этом не будет нужды. Если слушать лишь себя, станешь одиноким. А если полагаться на других, тебя подведут. Ты не подводил меня? Ты меня еще плохо знаешь. Расскажи о своей семье. У меня нет семьи. Но ты же откуда-то взялся? Да, и теперь иду куда-то еще. Хочешь поиграть в игру? Давай, будет весело. Грядет конец света, а ты предлагаешь мне игру? Можно умереть счастливыми. И что это за игра? Ну, я что-то вижу, а тебе надо угадать, что это. А как я угадаю? Просто угадай. Трава? Нет. Камни? Нет. Глупая игра. Еще попытку? Нет. Тропинка. Нет. Это невозможно.
Было бы проще, если бы мы играли по правилам. А есть правила? Ну да, и я говорю первую букву. Что ж ты не сказал сразу? Ты не дала мне сказать. Может, пойдем на плодородную землю? Н. Ты все еще играешь в свою игру? Н. Небо. Ну, вот видишь, твоя очередь. Дурачится. Давай, твоя очередь. Чего? Т. Тьма. Верно. Мы можем идти? Н. Опять небо? Вот ты все поняла. Ты опять загадал небо? Нет, но ты уже поняла правила. О, спасибо. Они такие сложные, что я боюсь запутаться. Н. Нога? Нет. Нож? Нет. Навес? Ага, нет. Сдаюсь. Рано сдаваться. Сдаюсь. Неодушевленный слуга Ахримана. Удивительно, что в твоих морских странствиях тебя не выбросили за борт. Ша. Это все еще игра? Ша. Шарф. Да. Хочешь усложнить игру? Хочешь сыграть на желание? Нет. Знаешь, я понимаю, почему тебе здесь нравилось. Тут вид куда приятнее. Можно дышать полной грудью. Трава под ногами, никто не хочет тебя убить. Тихо. Слышишь? Нет, ничего. Просто здорово, правда? Закончились разговоры. Отлично! Был-то я уже здесь. Вроде все тихо. Не надо так говорить. Никогда. Но теперь можно активировать. И где же плодородная земля? Прямо наверху. Попробуем исцелить ее. Где-то тут бродит охотник. И кажется, он считает эту землю своей. Так. А мне обязательно вообще по центру идти на вот эту кнопку или по бокам нет смысла? Потому что нету семян только после победы. Предупреждал же насчет все тихо. Удрапал. Лечиться. А нам надо именно туда? Да. Ну почему все время надо идти прямо к плохишам? А есть другой путь наверх? Только эта плита. То есть без сюрпризов. Что ж, я за честную игру. И есть идеи? Я видела там еще одну плиту. К ней надо идти в обход. Присматривай за нашим дружком. Он притих. Верный признак неприятностей.
Что это? Сгустки. Лучше бы было тихо. Вылезай, играй честно. Подобие ловушек. Говорил же, слишком тихо. Теперь что? Обратно туда. Вы никогда не слышали о лестнице? Интересно, что еще он нам приготовил? Ам, Ай, не втыкай в меня ногти! Меня можно спасти из такой ситуации? Кажется, он нам не рад. Да ладно. Надеюсь, это больно. Он тебя не слышит. Не слышит? И мать у тебя уродина. Что? Еще одну территорию озеленили. Передохнем? Ахриман не отдыхает. Каждая всеми помогает мне. Ты права. Здесь тихо. Тихо, но тревожно. Сколько еще земель нужно исцелить? Дофига. Боги, чудовища, сумасшедшие женщины. Какая разница? И еще немного, и я начну разговаривать сам с собой. Нет, не станешь. Ну а вдруг?
Тут возможности нет. Тут, может быть, и можно, конечно, прыгнуть туда, но... А потом на кнопку. Спасибо! Не втыкай в меня ногти. Еще неудобно, только прицелишься, а она там... Из-за нее меняемся местами. Вот эту труднодоступную возьмем. Осторожно. А те? Ай! Вернулись на исходную. Ну, хоть сколько-то. Это мы ко входу нас вынесло. Тут тоже надо собрать. Это безумие! Не достал. Здесь уже нету. Можно прямо, можно направо, можно налево. Ой, черт, ну ладно, спасу. Ты в порядке? Со мной все будет в порядке. Нам нужно больше. Есть. Вижу зеленую кнопку. Спасибо.
Ой, там зарождается враг. Не успею, наверное. Ахриман не знает отдыха, верно? Осторожно! Как ты думаешь, мы хорошая команда? Ты лучший напарник из всех. Опять сгустки. Выходит, я сейчас иду вот по этой стороне, к этому узлу. А потом сюда озеленять. И уже 111 из 170. Это стоило 170. Теперь копим на соседнюю. Получается 170 умножить на 4. Столько мне всего надо семян, а не 1000. Ну давай потихонечку. Ай, не втыкай в меня ногти. Держись, не отпускай. Чудеса акробатики. Нет света, не идем, так? Эти плиты не активны. Здесь мы ничего не сделаем. Нет у меня еще желтого умения. Вот изврат. Прямо в центр черноты. Тебе повезло. Все было под контролем. То есть надо подождать, чтобы они вверх ползли. Я вижу их. А тут вообще можно погибнуть-то? Если ложать и ложать и ложать. Как я сейчас. Ты должен остановить его.
Реально ощущение, что помереть нельзя. Паук, блин. Так невозможно. Ладно. Не думаю, что Ахриман любил строить мельницы. Они были здесь задолго до него. Не похоже, чтобы им было больше 1000 лет. Когда Ахриман пал, Ахуры восстановили их. Они с тех пор и кормили весь город. Вот так. Мне казалось, плиты заработали. Так и есть. Плодородная земля наверху ветряной мельницы. Чтобы добраться до плит, надо обойти снаружи. Что за этой дверью? Я видел несколько систем безопасности. Но чтобы такое? Это черные врата. Они охраняют логово темных. Если мы хотим изгнать их, нам надо проникнуть внутрь. А как мы это сделаем? Ослабим их связь с землей. А что за вратами? Когда темные правили этой землей, у каждого была своя крепость. Если мы ослабим их связь с землей, ворота откроются, и мы их прикончим. Что случится, когда мы их откроем? Я не знаю. Я никогда там не была. А тебе разве не было интересно, что там внутри? Я представляла себе множество всего. Сокровища, иные миры, земли, где у меня будет много новых друзей. Будем надеяться, что такие есть. Так. Красная кнопка. Я нахожусь... Ага. Прямо вот тут. Значит, имеет смысл нажать «Активировать». Фух. Знаешь, я думал как-то осесть, работать на мельнице и теми жить. Серьезно? Да ты что? Это ж скука смертная. Нам нужно собрать еще этих семян света. Они нам помогут. Помогут, помогут. Мельница. Думаю, будет непросто. Помочь? Плиты находятся за этими механизмами, там наверху. Поговорить можно. Наверное, надо, чтобы в пазике попали красные порталы. Чтоб можно было прыгнуть отсюда туда. Механизмы, рычаги, механизмы. Почему нельзя что-то стукнуть, чтобы все заработало? Почему бы не подвигать эти рычаги? А вот нельзя просто стукнуть. Зачем столько рычагов? Наверное, один вращал журнов, а другой определял степень помола муки. Мука это вообще важно? Наверное, сейчас один крутит механизм, другой устанавливает время. Что еще о мельницах? Как нам выпечь пышную буханку хлеба? Думай шире. Надо повернуть механизмы в нужном направлении, чтобы окончательно их расставить. Да, иначе мука выйдет слишком грубой. Если получится комковатый хлеб, то нам конец, да? Просто вращай рычаг. Ну ты, принц, и тупой. Или просто язвишь. 2 синих стрелки. Что этот делает?
Так. Против часовой по часовой. Давай сюда. Элика. Твою мать. Она телепортировалась. Вот, механизм сдвинулся. Осталось немного подождать. Причем красная поворачивается на 180. Не уверен, что я правильно сейчас сделал, а к первоначальным значениям не сбросить. Что еще есть? Давай повернем это. Это было. Это правую повернет не так, как мне надо. Это... Ну давай. Во. Теперь сюда. Нужно, чтобы левая не двигалась. И сейчас все получится. Телепортируйся. Идем наверх. Идем. Только опять поболтать. Механизмы, рычаги. Знаешь, большинство храмов, которые я посещал, ну, там были ямы с кольями, фальшивые стены, иногда стражи. Но чтоб такие сложности. Ну, наверное. Здесь люди пытались строить на века, так что это служило хорошо и долго. Интересуешься мельницами? Если ты не поймешь, как устроен город, ты не сможешь помочь его народу. Строить мельницу, готовиться к чему-то, выжидать. А в это время жернова времени перемалывают твою жизнь. Терпение не всегда благо. А ты никогда не слышал, что хорошее стоит того, чтобы ждать? Хорошее оно и есть хорошее. Зачем ждать? Совсем разные жизненные Так философии. что, будем дальше восхищаться мельницей или полезем на башню? Надо было отметить решение задачи сохранением. На мешок золота можно купить 1000 мешков муки. О чем это говорит? О чем? Не знаю. Вот так. Мешается. Тут кляксы. Потом как... Ай. Еще одно. Это будет немного посложнее. Нужно Потянуть рычаги, чтобы передвинуть механизм? Да, я понял. терпение. Оно всегда приносит плоды. Да, терпение и труд все перетрут. Угу. Тут 3. И что? Надо было все настолько усложнять? Надо осмотреть каждый механизм. Затем сделать так, чтобы они вращались одновременно. Все не так плохо. Кажется, правый рычаг вращает механизм, а левый определяет частоту вращения. Да разберусь. Представь, что это храм. Надо пройти в дверь. Что бы ты сделал? Ты думаешь о золоте? Скорее, юных послушницах. Ну и золото сгодится. Ну, то же самое, как и на том этаже, но тут надо просто выровнять механизм. Короче, какие положения есть? Получается, надо... Блин, я не шахматист. Вот этот 3 сразу поворачивает. 3 сразу.
Надо с чего-то начинать. Отпустим пока. Идем. Нам надо выбираться наверх. Да что ты говоришь? Кстати, вот решение. Отпускаем. Хороший расклад. И теперь делаем 3 стрелки. И они обе, все трое повернутся туда, куда надо. Отпускаем. Начинать вот с этой. Ну хоть что-то. Почему можно стукнуть? Что? Враг сменил состояние. Удерживать.
Опять удрал. Синее небо, холодная вода. Я начинаю понимать, почему ты осталась здесь. Видишь, не всегда нужно выжидать. Необходимо действовать. Вот как? Оглядись. Мы можем умереть в ближайшие 5 минут. Так чего же ждать? Лучше умереть, пытаясь что-то изменить. Может, ты и прав? Если ты чего-то хочешь, очень хочешь, то ждать не нужно. Да? Итак, чего мы ждем? Бежать, прыгать, умереть, повторить. Бежать, прыгать, умереть, повторить. Я уже вижу закономерность. И еще немного, и я начну разговаривать сам с собой. Нет, не станешь. Ну а вдруг? Соберу то, что на виду. Здесь еще. Спасибо за помощь. А вот эти были не очень на виду, но все равно собрал. А вот и нет. А вот и да. Вот. Спасибо! Безумство принц творит. Акробатические. Ну что, все здесь? Тут не видать.
Свет становится ярче. А то ж, я стараюсь. Как тебя брать, не знаю. Эй! Но все же взял. Почему-то не зацепился. Иди. Так. Есть еще внутри мельницы, наверное, но да фиг с ней пока. Важно каждая смысл. Или собрать, раз уж такая пьянка. Это твоя школа. Вот еще один. Спасибо. Ладно, я вижу, к чему все идет. Эй, а почему? Так же хорошо, красиво собирал. И вдруг позор Позорыч. Вот так надежнее. А тут я уже был. Можно было рациональнее собрать. Ну да фиг с ним, это ж не идеальное прохождение. Не спидран. И так, я считаю, довольно неплохо. Ух ты, а почему опять не схватился? Трясет. Он пожалеет о том, что не остался в тюрьме.
Надо перевести дух. А то слишком я в суете все наскоком. Просто поосматриваться. Вон какой водоворот. Я даже на него не посмотрел. И вообще катаклизмы сплошные. Тут воронка, здесь прореха. Ужас. Так, карта. В общем, карта. Начиналось все с храма. Пошли вот сюда. Через королевские врата. Тут, кстати, все семена собраны. Занялись храмом солнца. Здесь жуткий недосбор, 26. Но зато исцелено. Пошли через Маршевую площадь. Ее еще лечить надо будет. Мельницы. 41. Вот как хорошо постарался. 4 осталось. Тут у нас охотник, логово. И изображен охотник, замочек нарисован. Далее я между мельницами и башней мучеников. Мне надо в механизмы. Ставим метку. Можно послушать про эти механизмы. Площадка для машин. Здесь находятся останки механизмов, которые создал алхимик. Если дать ему время, то он восстановит их. Ясно. Есть здесь мастерские. Их пока нельзя лечить. Есть резервуар. Его можно. Резервуар. Алхимик построил его для экспериментов. Сейчас этот механизм скрывает одну из плодородных земель. Я не знаю, зачем он был нужен алхимику тогда и зачем он нужен теперь. Ясно. Еще здесь есть небесная лестница и обсерватория. Там алхимик находится. Но до этого еще не скоро. Шпиль мечтаний. Королевские сады. Шпиль королей. Залы коронации. Дворцовые покои. Башня Ормузда. Башня Архимана. Башня королевы. Город света. Крепость воина. Кстати, мне всего 18 семян надо собрать, чтобы заполучить вторую суперспособность. Теоретически их можно собрать вот здесь. Но нет, это будет потом. А пока механизмы. Ничего так башня. Правда, архитектура слишком зловещая и мрачная. Плодородная земля. Наверху башни. Но ведь ее не стали бы строить внизу, верно? Нужно желтое умение. Не выйдет. Ну что, подступаемся.
Спасибо. Эй! Есть кто-нибудь? Думаешь, надо орать во всеглотку, что мы идем? Ну, они были достаточно глупы, чтобы продать свои души, но не настолько, чтобы не знать наших планов. А вот и плита. Но тебе совсем не интересно, что делают эти машины? Это работа Ахримана. Я хотела бы, чтобы мы уничтожили их еще тогда. Можно постоять и здесь. Хорошее место. Можно и сюда, но лучше не сейчас, потому что нечего собирать. Опять сражаться с алхимиком. Похоже, он знал, что мы придем. Что ж, наши судьбы сплелись. Ну давай. Что это? Отлично. Будь осторожен. Это по твоей части. В другой раз пей побольше. Не сражайся. Не себя пустоту. В тебе тьма. Я не могу это вылечить, только сдержать. Прелестно. И что? Я вступлю в клуб Ахримана? Только сам Ахриман может создавать темных. То есть я просто умру? Плодородная земля. Исцеление сможет рассеять тьму, если я сдержу ее до того времени. Нам надо спешить. Подцепил вирус тьмы. Надо искать плодородную землю. Таймер не поставили. Мы дождемся, пока я умру, или предпримем что-нибудь? Просто черная пелена по краям. Ах ты елки. Почему не побежал-то? Готов идти дальше. Ну, можно остаться тут. Здесь такой вид. Прекрасно. Ты готов? Блин, а можно как-нибудь... А то я неровно стою, получается.
Осторожно. Не пойму, куда отсюда можно побежать. До угла. Меняемся местами. И... Почти на месте. Посмотрим, как сработает исцеление. Оно же сработает. Надеюсь. Получилось. Тьма отступила. Рад слышать облегчение в твоем голосе. Хотя я был уверен, что все получится. Видишь, мы меняем судьбу. Храмовые стражники, пираты, разъяренные толпы. Хорошие времена. Может, стоит продать душу Ахриману? Правда, не знаю, что я за нее получу. Какой вид? Надо спасти прогресс и отправляться в следующую локацию для исцеления земель, попутно собирая семена. Можно ли здесь? Так. Много куда можно пойти. Собирать. Не успели. Новые солдаты Ахримана.
Ах ты. Тварь. Сейчас разозлится. Ты отлично владеешь мечом. Изи. Там шариков нету. Что нам карта говорит? Что я не туда иду. Ладно, тогда поворачиваемся. Вечно ты падаешь на меня. И назад. Кстати, у меня уже 170. Надо в храм вернуться будет. Знакомый маршрут. А как вот его брать, не ясно. Сложный. Колесо больше не вращается. Держись. А, чёрт. Не нажал. Держись. Как-то не особо много здесь семян на этом пути. Ну же. Ты целишься в меня? Ха. Эй, совсем не дело.
Ты в порядке? Со мной Ну, всё взял и будет в порядке. взял. Ладно. И что теперь? А тот как брать? Вернулись. Сюда теперь. Резервуар. Рычит где-то. Будь готова! Готово? Да. Вы еще живы? Идем дальше. Ой, не взялся. Я сейчас между областями. Можно ли, интересно, телепорт? Нельзя. Надо немножко вернуться. Совсем чуть-чуть. Да хоть отсюда, хоть с лианы. Я уверен, что ты и твой отец... Мой отец нарушил свой долг. Из-за него Ахриман может вернуться в мир. Да, но почему же он так поступил? Я не знаю. Но ты же должна хотя бы предполагать, почему он это сделал. Он пытался заставить меня уйти. Я отказалась. Ну да, раз ты умрешь, давай уничтожим мир. Он был убежден, что храм разваливается, что это лишь дело времени. Моя смерть тоже дело времени, но я не собираюсь ее торопить. Не суди его. Ты его совсем не знаешь. Ты говорила, что храм разваливается. Если так, мы вообще сможем остановить Ахримана? Мы должны. Должны не значит, что сможем.
Многое изменилось. Даже сама Земля. Мы остановим Ахримана. Я не смогу помочь, если ничего не узнаю. Что еще тебе надо знать? Ты не могла восстановить храм раньше. Почему сможешь сейчас? У меня не было этой силы. Кажется, Земля хочет, чтобы я ее исцелила. Я могу владеть этой магией? Нет, Но если раньше у тебя ее не было, ты не можешь. нам нужно больше семян света? Нет, ты уже забрал у меня положенное. Большего не получишь. Нет. Я потерял ее. Отец, Потерялась. Ушла. я здесь. Мы можем остановить это. Если ты поможешь исцелить Землю. Отец, нет! Босс. Мы не знаем, что он сделает. Что еще он сделает? Совсем несложно было. Если бы я мог это делать без этих плит. Ну, подумай о местах, которые можно разграбить. Расхищение могил. Вот славное было время. Хуры не могли выбрать одну силу и придерживаться ее? Это должно напоминать нам о том, что у людей не должно быть слишком большой силы. Так сказано в записях. Я думаю, Армуст хорошо знал людей, чтобы давать всю силу в одни руки. Как ты собираешься привлечь людей назад? Распространить весть о том, что Ахриман снова надежно заточен, и их зовет обратно долг. Я долго думала об этом, но ответа у меня нет. Только надежда. Нужно рассказать об Ахримане другим. Они могут помочь. Ну и кто из нас наивнее? Ты расскажешь людям про Ахримана, и люди захотят остановить его. А сколько придет тех, кто захочет его выпустить? Получить то, что он им пообещает. Мы вдвоем можем спасти эту землю от Бога, но не от людей. Нам не хватит сил. Отправимся обратно в храм. Мы уже здесь. Эй, ты в порядке? Почему ты думаешь, что твой отец продал душу? Не продал. Это тьма. Она пожирает его. И это может случиться с нами? Нет, пока со мной моя сила. Ты сказала, что твой отец вел себя странно. Может, Ахриман уже успел добраться до него? Мой отец король Ахуров и последователь Армузда. Он не продавал Ахриману душу. Под давлением люди делают многие глупости. Все это начал твой отец. Его мысли, его разум был в тумане с тех пор, как умерла моя мать. Но он сделал это не ради Ахримана. Если Ахриман контролировал твоего отца, может, это и к лучшему. И если он и впрямь был под влиянием Ахримана, то, исцелив землю, возможно, ты вернешь его? Может быть. И мы увидим, в какие земли сможем сейчас попасть. Да, есть 4 силы, и каждая плодородная земля защищена одной из них. Это я уже понял. Она показывает, что делают эти силы? Да, каждая сила связана со своей плодородной землей. Чтобы исцелить их, понадобятся все 4. Куда теперь? Синюю возьмем. Так же, как и по карте локации, по часовой стрелке. Теперь мы сможем войти в плодородные земли города Света и Дворца. Попробуем это.
Механики те же самые, что и в красной кнопке. Только цветом отличается. Ты знаешь, чего я прошу. То, что ты это видела, не значит, что так оно и будет. Твое падение. Ахриман, пытающийся... Это видение не от Ахримана. Но вдруг этого не случится. Никому неведомо грядущее. Ее отец, похоже, заключил сделку какую-то с этим злым богом. Во флешбеках показывается. Так, что можно? Сюда не телепортнуться. Доступны для изучения это. А в этих я еще не бывал, но они тоже, видимо, доступны. О, Господи. Допустим, сюда телепортнусь и начнут зачищать вот здесь. Ты тяжелее, чем кажешься. Мой меч сотрется в порошок от такой работы. Что-то как-то не так начал прыгать, как я задумывал. А как выше? Что держит их в небе? Ахриман? Нет, это работа алхимика. Невероятно. Как думаешь, мы сможем летать на них? Когда все кончится, их надо будет уничтожить. А зачем их уничтожать? То, что рождено злом, несет на себе его печать. Грядет очищение. Хочу узнать о прелестном создании, которое втянуло меня во все это. Тогда научи говорить о зле. Можно постоять и здесь. Хороший. Это плетание активно. Мы не доберемся до земли. Куда я попал-то, в резервуар, что ли? Я ж не сюда шел. Или неважно. А нет, в мастерские. Нахожусь в мастерских. Хотел сюда отправиться, а вырулил сюда. Ну и пофиг. Пусть будет резервуар.
Метка ж на нем стояла. Покажешь нам направление? Кляксы. Опять. Не успел. Похоже, что владел боевкой. Как эти штуки висят в небе? Это сделал Ахриман? Нет, это не его работа. Куда мне можно... Уйди нас, Элика. Ой, ты, блин. Что за... Не похоже, что это построили Ахуры. Это построено их руками, но уже после порабощения. Это одна из машин алхимика. Алхимик вроде не из тех, кто любит купаться по ночам. Так что же он тут делал? Тьму. Он закачивал ее в другие части города, придавая различные новые формы. Не похоже, что всему этому 1000 лет. Эти штуки, конечно, ветхие, но не настолько. Когда он ушел, мы, Ахуры, использовали машину для водоснабжения города, пока она не сломалась. К тому времени все механики, алхимики и философы ушли от нас. Чинить ее было некому. Ну и вот. Вы качали с ее помощью воду? Значит, не все машины алхимика были плохими. Все. Просто мы использовали их во имя добра, когда он пал. Озеро на природе. Твой персональный оазис посреди пустыни. А, принцесса? Да-да, обожаю излишества. А у тебя, наверное, были и служанки? Напряги воображение. Надеюсь, ты справишься без меня. Если алхимик вновь наполнит этот резервуар, это точно будет не вода. Плодородная земля на дне этого бассейна. Вы поместили ее на дно резервуара? Как лучше защитить ее, чем поместить под воду? Например, покрыть ее толстым слоем тьмы. Я готов поспорить, что именно это и задумал алхимик. Эта плита должна отвести нас на дно. Надеюсь, ты готова к неприятностям? Если нам придется плавать во тьме, ну, у меня даже полотенца нет.
слышал про магию, говорил про магию, никогда ее не видел. Це твоя школа. Дождись прыжка! Ух, наворотили. И еще раз! Це твоя школа. Мы в ловушке. И ты не подумал об этом до того, как мы полезли на дно огромной И снова здравствуйте. Утонул. А нет. Так. Ай, нет. А ты не сможешь исцелить это место до того, как мы узнаем, как именно и зачем он его использует? Победил. Скажи, а эта штука сейчас не заполнится водой? Это очень старый механизм. Вряд ли они еще работают. Так, ты не сказала нет. А я бы не хотел утонуть в пустыне. Уходим. Принять ванну мне бы не помешало, но точно не сейчас. По этим плитам мы сможем уйти. Когда я вернусь в цивилизацию, сразу приму ванну. С
кристально чистой водой, ароматным маслом и... И если захочешь почесать спину, у тебя есть погонялка для осла. Но что алхимик собирается со всем этим делать? В писаниях не говорилось о целях его экспериментов, лишь об ужасах, которые он выпускал в мир. Может, поищем эти светящиеся штуки? Вышли опять к началу. Я думаю, что тут тоже есть семена. С ветерком прокатимся еще разок. Желтой у меня нету. Ах ты. Ну, я хотел сферу взять. С одной стороны, простительно. Но я ее и взял. Я был рожден не для этого! Вот так. Дождись прыжка. Все. Возвращаемся. Посмотрим на карту. А почему требуется 340, а у меня 198? Эти силы у меня есть. Желтый, зеленый нет. Блин, цена 340. У меня такое ощущение, что раньше стоило дешевле. То ли 80, точно не помню. И это стоит 340. Отправимся сюда. Или все ж сюда. Шпиль мечтаний. Посмотреть описание. Шпиль мечтаний. Давным-давно король построил его для своей королевы. Говорят, что пустынный ветер приносит мечты тем, кто проводит ночи на ее вершине. Теперь там обитает наложница. Она мечтает освободить Ахримана и вернуть себе власть и почести. Тут босс-наложница будет. Ставим метку. Пособираю сначала. Осторожно, обрыв! Эй, принц. Ладно.
Ох ты, как неудачно-то. Наверное, надо было назад возвращаться, а не спрыгивать. Сюда. Нам нужно идти туда. Так, по правую сторону собрал. Теперь по левую. Ну, поехали. Вот. А как мне ее брать? А. Держись. Есть там еще? Нет больше. Ах, вот там пропустил. Ну да ладно. На обратном пути. Я становлюсь сильнее. Ты тяжелее, чем кажешься. Думаю, нет смысла с ним биться сейчас. Нет, 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 принц. Ну что ты делаешь? Опять не Надеюсь, то. оно не ядовитое. Как-то не густо собрал. Что ж, сюда теперь. Внизу есть. А эти как, самоубийственные? Я же мог спастись. А нет, выжил. Ох, опять. Тут точность нужна. Лети! Вот еще одна. 220 из 340. 34 из 45 в этой зоне. И еще раз.
А вот еще есть. И там ниже. Держи, Элика. Возвращаться как? Блять, короче, заебал. А вот 35-я. А внизу 36-я. Идем. Спасибо за помощь. Как возвращаться-то? Стой. Блин, слишком далеко. Мы не сможем. Это больше похоже на королевский дворец. Шпиль мечтаний. Он был построен для королевы 2 или 3 сотни лет назад. Завершающая конструкция дворца и города. Дар королеве от короля. Шпиль мечтаний. Место, где открывается будущее. Там действительно можно заглядывать в будущее? Было бы удобно. Это символично. Шпиль показывает тебе во сне, чего ты можешь достичь. Моя мать говорила, что все сны в шпиле непременно сбываются. И что тебе снилось? Обычные детские сны. Нет, расскажи, мне интересно. Что ты видела? Дальние страны. Сюда приходили купцы. Увы, со временем их было все меньше. Они привозили ткани, пряности, всякие чудные вещи. Они были совсем не такие, как мы. Даже пахли как-то иначе. Я закрывала глаза, вдыхала эти запахи и видела места, откуда они пришли. Слышала звуки. Ты сможешь там побывать? Я возьму тебя с собой, если захочешь. С радостью. Тьма, тьма, тьма. Ахриман не любит разнообразие, верно? Шпиль мечтаний. Да? Надеюсь, я там не слишком замечтаюсь. Там красиво. Я играла там еще ребенком. Иногда даже сидела всю ночь. Ты уже тогда была такой серьезной? У меня хватало время только на мечты. Плодородная земля наверху. Мы поднимаемся по плите на следующий уровень. Там есть механизм, который отвезет нас дальше. Пятна тьмы можно вывести? Туда, думаю, нет пока смысла соваться. Сначала к боссу. Озеленить. Чтоб семена появились. Добро пожаловать в шпиль мечтаний. Место, где открывается будущее.
бьют в любви. Вот, этот механизм перенесет нас на следующий этаж. Лифт. Вот это жизнь. Такое нужно понаставить по всему королевству. Что у нас тут? Реальность? Или это лишь сны? Найти ее! Я подтянусь, как смогу. Поймай меня, если сможешь. Точно, наш мастерица иллюзий. А что, меня некому спасать, если я упаду сейчас? Случайно. Давай, найди меня, человечек. Теперь у меня к ней личный счет. Здесь? Теперь там. Хорошая попытка, но не то. Я свободна! Осторожнее! Она все еще где-то здесь! Можно дальше Ты ехать. мечтаешь, человечек? Чего ты жаждешь? Какие мечты ты изобразишь на моем листе? Да куда ж вы, дебилы? Выше нельзя. Золото, богатство, сладкие томные поцелуи, сила, власть. Закрой глаза, мой принц, мой король. Окунемся в твои мечты вместе. А ты, принцесса, я знаю, о чем ты мечтала. Твой разум рвался в дальние страны, пока тело было заперто здесь. Но я рядом и разделю твои стремления. Ах ты! Я не совсем понял, куда прыгать. Живет мечта, человечек. Взгляни на ее страну. Ее народ. Ничего не осталось, кроме снов о том, что было. А правда, куда? Красивая мечта. Она спасет свой народ. Армуст вернется, город воссияет. Сны, одни лишь сны. Она спит днем, но снится ночью. Фу. Тебе зачем сны, человечек? Отвернись от них, сделай свое будущее реальностью. Может, наверх? Это отвезет нас наверх. Сейчас опять вниз. Нет, наверх. Дай мне знать, если почувствуешь, что застряла. Дай знать, а сам ты не заметишь? Да, у нас проблемы. Вот и мы. Наложница где-то рядом. Кажется, мы заблудились. Но зачем тебе уходить? Это невежливо. Ты же мой гость. Где она? Я просто жду.
своего принца. Такова воля Ахримана. Да что мне все эти обучалки постоянно во время боя-то? Не стой к ней близко! Не ту кнопку нажал. Он телом слаб в стремлении. О, как привлекательно. Хочешь отдохнуть? Я тут. Твой путь в никуда, мечта мертва. И я начинаю жалеть Ахримана. Просидеть в заточении 1000 лет с этой... А за дело. А что там она говорила о мертвых мечтах? Она права. Все эти мечты в прошлом. То есть ты сдаешься? Нет, Ахримана надо остановить. Но не ради прошлого. Тебе нельзя сдаваться. Как же ты сможешь оставаться красивой, если перепачкаешься во тьме, так и не одолев Ахримана? А я красивая? Ой, я тебя умоляю. Я еще не встречал ни одной красивой женщины, которая бы не знала об этом. А я еще не встречала мужчин, которые льстили бы просто так. Ты ужасно подозрительная. Нет, просто я вовсе не так наивна, как тебе кажется. Прости, что вытащил из мира грез, но как мы выберемся? Надо спуститься вниз к основанию башни. Думаю, можно выйти там. Ух ты, смотри, какой вид. У нас нет времени им наслаждаться. А вдруг это последнее, что я увижу? Так почему нет? Ну что, пойдешь первой? После тебя. Я не считаю тебя наивной. Считаешь? Ты же согласен с наложницей. Ну, мы с ней сходимся только в этом. В смысле, я точно не считаю ее привлекательной. Ну, конечно. Я серьезно? Я правда не считаю наложницу привлекательной? И зачем ты снова мне это говоришь? Потому что ты мне явно не веришь. Я просто не знаю, кого ты пытаешься убедить.
Почему она должна меня привлекать? Я не знаю. Она сделана из слизи. Красота не только внешность. И она безумна. Ты ревнуешь? Разумеется. Ладно, отрицай. Мы все равно все поняли. Тебе приходилось бросать кого-то в твоих приключениях? Ну, была одна девушка. Она так дивно пела. Была еще одна. Нет, из тех, кто был тебе дорог? Мне все дороги. И я весьма заботлив. Место было построено для любви, да? Не для такой. Для настоящей. Люди совершают безумство из-за любой. Еще немного, и у меня износится рукавица. Где ты вообще ее взял? Да так, нашел. Бежать, прыгать, умереть, повторить. Бежать, прыгать, умереть, повторить. Я уже вижу закономерность. Такой вот вид. Забрались на верхотуру. А где лифт? И как спускаться? Перчаткой за стену зацепиться и съехать. Зеленая. Нет. Ну, допустим, а дальше-то как? Приехали. Сохранюсь и пособираю семена. Все равно ведь возвращаться придется. Чтобы удовлетворить свои перфекционистские наклонности. Наверх башни не полезу, а вот эти пособираю, которые плохо лежат. А вас как брать? Вас-то понятно, а вот этих... Отлично! Прекрасно! Ух ты, я даже выжил. Какой красавчик. Спасибо! Монстр хочет появиться. Надо предвосхитить появление. Сколько же еще этих штук? На! Важно храбриться на свежем. Так даже лучше. Не хочу по кнопке подниматься на лифт, не сомневаюсь, что там есть семена, но пока нет. Эй. Нам нужно идти дальше.
Опоздал, наверное. Смогем? Такое ощущение, что нет. Надо раньше было думать. А куда я вообще отсюда могу пойти, с этой арены? Значит, и сюда смогем. Вот так. Вот так. Ой. Идем дальше. Прошу прощения. И еще раз. Ты меня держишь? Где мы сейчас находимся? Так, посмотрим на карту. Шпиль мечтаний 25 собрал. Не особо много, но я же вернусь потом. Сейчас в королевских садах. Отправляться буду в шпиль королей. Информация. Королевская башня. Сосредоточение власти, трон монархов Ахуров. Когда к власти пришла наложница, здесь размещался шутовской двор, послушный каждой ее прихоти. Шутовской двор. А потом, зачистив, можно будет заняться пещерой, городскими воротами, башней Ахримана, городом света. Это только из доступных, а есть ведь еще недоступные. Третье умение получать. О, Господи, какое долгое путешествие предстоит. Ну же! Тут кляксы. Осторожней. Плиты не горят. Нам не добраться до земли. Ну, мы могли бы. Правда, в конце пути мы разобьемся в лепешку. Значит, нам не добраться туда. Пошли дальше. Светлячок говорит туда. Месяц.
Ай, опоздали, скорее всего. А нет, не опоздали. Погодите, дайте сориентироваться-то хоть. Добрались. Нам нужно войти в башню или лезть снаружи? В башню. На этаж, где был двор моего отца. Наверное, наложница не использует это место под двор. В свое время так и было. Ее пленники ублажали ее, исполняли все прихоти и страдали от ее ярости. Подойдите друг к другу ближе. Этих приключений обычному человеку хватило бы на всю жизнь. Отсюда мне живым не выбраться. Надо сохраниться. Забираться наверх. Плита активна, но мы должны четко рассчитать время. Здесь была лестница. Сейчас ее нет, так что придется идти долгим путем. Нам не привыкать идти долгим путем. Нам надо лезть до самого верха, так я понимаю? Посередине есть механизм, который отвезет нас наверх. Я пойду первым. Только не надо пялиться на мою задницу. Я чувствую, ты смотришь. Которая у тебя вместо головы? Другая. Я чувствую, ты смотришь. Лезь давай уже. Забавно. Так что, принцесса, здесь будешь править ты? Это двор моего отца. Это его владение. Ну, если не восстановить лестницу, или твой отец не отрастит себе крылья, вряд ли он сможет править отсюда. Грядет время перемен. Слишком долго он просидел в этих стенах, беспокоясь за народ, оплакивая мою мать. Трон должен находиться среди подданных, не над ними. Это место выглядит впечатляюще. Но это тюрьма. Все время нам казалось, что мы держим в тюрьме Ахримана, но мы были прикованы вместе с ним. Я любила это место. Мне казалось, что мы свободны, а мой отец сделал все для народа, но мы тоже были в плену. Ну что, пробуем. Ах, надо было. Блин. Ладно. Хотелось бы, чтобы тут была лестница. Нужно использовать колонны, чтобы перебраться с плиты на плиту. Попытка 2. Готов? Важна каждая секунда. Здесь получилось.
какое безумие-то. Фух, Этот механизм доставит нас наверх. головокружительно. Другой рычаг бери. С другой стороны. Вы с отцом сами вот так вот поднимались или спускались? Нет, стражники. Да, если бы я был королем, я бы тоже этим воспользовался. Ну и прочими благами. Близко. А как я буду сражаться, если ее тьма связала? Зачем тебе принцесса? Когда твоей будет стать королевой? И мое могущество. Используй перчатку. Перчатку. тебя разочарован? Мама, это случайно не ты? Она больше не вернется сюда. Было непросто.
Принцесса против самозванки. Принцесса победила. Но чего же ты хочешь? А? Она предлагала исполнение мечты. Конечно, вот только надолго ли? Я просто хочу выбраться отсюда, найти своего осла и вернуться домой. А ты? Чего хочешь ты? Чтобы все стало как прежде. Мы не сможем вернуться старым путем. Нужно искать другой. Как нам выбраться отсюда? Мы не можем добраться до механизма. Надо спуститься вниз к основанию башни. А если не выйдет, мы сорвемся, перед глазами пролетит вся жизнь, а потом конец. Ты умеешь поднять настроение перед лицом смертельной опасности. Что там она говорила про королеву? Она не была королевой. Скорее, женщиной не самых строгих нравов. Но она верила в то, что говорила. Она безумна. Чего ты от нее хочешь? Но в одном она была права. Ты мог бы стать кем-то еще, не тем, кто ты есть сейчас. Меня пока все устраивает. Ты бежишь от судьбы. Это совсем другое. Я больше никем не хочу быть. Ты сам не знаешь, кто ты. Ты прячешься за своими шутками, постоянно меняешь друзей, чтобы никому не привязываться. Чего ты боишься? Она на тебя дурно влияет. Не позволяй ей. Хорошо мы с тобой сработались, правда? Думаю, я не единственный твой друг. Похоже на предыдущую башню ситуация. А принцесса как спускается? Ай, пропустил. У нее ж нет перчатки. Но тем не менее как-то зацепляется рукой. Сохранится. Цыц. Не сметь появляться.
Теперь пробуем вернуться. Идем. Господи. Не долетел, что ли? Так, вроде есть. Наверх пока не хочу. Потом. А камеру не повернуть. Стоп, стоп. Открываем карту, смотрим между этим и этим. Значит, назначаем следующей целью пещеру. Сколько здесь собрал? 30 из 45. Не то чтобы много, но пока хватит. Куда идем? Ёп, блин, клякса не в тему. Точно туда. А, я сейчас вляпаюсь. А нет, нормально.
плодородная земля под нами, но мостов между платформами нет. Придется перебираться по колоннам, затем прыгать вниз. Придется, значит придется. Готовы идти навстречу неминуемой гибели? А тут недалеко. На всякий случай все равно спасусь. Вот есть проход. И тут тоже. А мне надо спуститься. Нет. О нет. Плодородная земля чиста. Принцесса? Не могу пошевелиться. Это наложница, она... Что, больно? Давай-ка попробуем еще разочек. Сиди тут. Я ее найду. Гадина. Добираться надо. Так. Кто у нас тут? Принцесса и ее человечек. Два заблудших путешественника, не знающих, куда они пришли и зачем. Пожалуйста. А если я чебурахнусь? Мне на помощь придут? Какая целеустремленность! Ты ломаешь все, что попадается на глаза? Попробуй-ка еще. А вот и попробую. Потерянные в пустыне, ведомые целью, и все равно заблудшие. Что ведет Осторожнее, тебя вперед, селючий. человечек? Кто ты? Принц или нищий? Вор, дворянин, купец, убийца? Ты сам не знаешь, верно? Еще одна иллюзия. Полезна для тренировки. О, все это время я была здесь. Извини, что напряглась. Ты бросишь ее на произвол судьбы. Не будешь рядом в час нужды. Делай, что делаешь, человечек. Все это лишь притворство. Ты не в силах ничего изменить. Дело в том, что жизнь очень странная штука. Ты думаешь, что все под контролем, и тут все меняется. Ты желаешь ее, видно, но в ее сердце только боль. Она служит своему народу, она служит Армузду. В ее сердце нет места для тебя. Ну все, держись. Поглотит тебя. Я тебе помогу. Ты это можешь. За арену вылетает. За мной! Ты это можешь.
Нифига у него здоровье прибавилось. Я ведь почти победил. Вместе со своей магией. Охотимся за мной. Жить буду. Давай! Ты это можешь! Все это очень забавно. Скажи мне, что от нее можно избавиться навечно. Если мы заточим Ахримана, или пройдем в покое за черными вратами. Стоять может? О, никогда не думал, что буду стоять на сцене. Спасибо, что пришли на наш сегодняшний спектакль. Смерть наложницы. Она не мертва. Я могу помечтать. Разве не для мечтаний все эти сцены? Если ты не будешь мечтать, никогда не станешь лучше. А если не просыпаться, промечтаешь всю жизнь. Идем к следующей плодородной земле. Ну что, сбор семян и не поболтать сначала. Но ты что-то ешь, верно? Ты же не питаешься светом. Я обычный человек из плоти и крови. А мне просто нужны эти семена. Они дают мне силу. И откуда берутся эти семена? От Армузда, бога света. Я их раньше не видела, но думаю, что они связаны с моей магией. Ага. Как сойти отсюда? Можно влезть сюда, на эти кольца. Тьма. Ахриман не любит разнообразие, верно? Иду сюда! А взлезть на кольца. Кольца вон. Значит, сначала... А может быть и нет. Дождись прыжка! Третье умение хочется заполучить. Нам нужно больше.
Тебе лучше, Элика? Что у нас здесь? Как же взять те? Или пока не зацикливаться на таких мелочах? А просто обозначить себе новую локацию, а глобальный досбор на потом. Я готов. Да сколько ж вас, а вон там еще по центру можно было. Сюда попозже приду. Отлично. А как вот эту хитрую брать? Открываю карту. Оставлю эти странные семена на потом. Значит, 23 маловато собрал. Пойду-ка я вот сюда. Метка.
Разрушение поработало здесь не хуже тьмы. Почему у меня такое чувство, что это дело рук не тьмы, а чего-то похуже? В последней битве с Ахриманом город был отдан воину. Наверное, это его работа. Понятно. Поговорить, чтобы узнать о воине. Пустые камни, пустые земли. Это не страна, а призрак. Мне нужно было прийти сюда через 200 лет после гибели цивилизации. Еще немного, и у меня износится рукавица. Где ты вообще ее взял? Да так, нашел. Говорили уже про такое. Осторожно, обрыв! Дай-ка угадаю. Он стоит на плодородной земле. Да. Если он здесь стоит, может просто пойти в другое место? Темные все равно попытаются остановить нас, куда бы мы ни пошли. Что ж, если схватка неизбежна, покончим с этим. У воина есть какие-нибудь слабые места? В Писаниях говорится, что он был королем. Он обратился к Ахриману за помощью, и в обмен на его душу тот дал ему силу сражаться с армиями врагов. Я спрашивал о слабостях. Нет, об этом ничего не говорилось. А тебе нельзя было выбрать другую религию? Ну, например, в которой средоточием зла были бы непослушные овцы. Если воин хотел уничтожить своих врагов, почему он здесь? Ахриман извращает чаяния людей. Король просил у него силы защитить свой народ. Ахриман дал ему ее, но сделал своей боевой машиной. Похоже на то, что крепкий парень. А мы можем как-то использовать воина против Ахримана? Ахриман сдержал слово. Его силы помогли людям короля, но их уже нет. Они канули в историю. Как мне до него добраться? Опять меня учат чему-то. Кнопка 5 какая-то... Я не знаю, что такое кнопка 5. Вот честно. Прислушайся голосу чести. Ахриман не твой господин. Бейся с ним. Держись от него подальше. И все. Это было жутко. Зачем ты пыталась говорить с этим существом? Он человек, а не существо. Если он и был им, это в прошлом. Он выполнял свой долг и погиб с честью. Надо воспользоваться этим. Зубы заговорить ему. Ты не хочешь воспользоваться его честью. Все думаешь, что его можно спасти. Корона сама по себе никого не делает благородным. Без обид. Он отдал жизнь за свой народ. Лишь для того, чтобы они восхищались его жертвой. Ты невозможный циник. Не циник, а реалист. Ты и впрямь думаешь, что люди способны делать что-то ради других? Не все встали на сторону Ахримана. Многие с ним сражались.
Ну, пусть не золото, но они все равно выбрали то, что сочли лучшим для себя. Наверное, решили, что получат награду в загробной жизни. Так почему это делаешь ты? Здесь же не будет золота. Я не хочу, чтобы Ахриман победил, но Армуст меня не волнует. Ты остался просто потому, что в душе ты хороший человек. Я не ты. Я не собираюсь жить для других, кому вообще плевать на все это. Боги, люди, которые здесь погибли, они приняли это решение сами. Думали, смогут что-то выгадать для себя. Если люди-воины покинули его, почему он остался с Ахриманом? У темных нет выбора. Ахриман забирает их души. Но если темные теряют свою душу, почему они оставляют себе прежние имена? Городские ворота, а? Ха. Можно было поставить простые ворота в пещере, но было бы не так эффектно. Ты видишь отсюда выход? Кажется, можно выйти там. Болтать будем? Расскажи мне о себе, Элика. Потом расскажу. Сейчас нам надо идти. Не будем. «307». Надо пособирать, все же третье умение хочется. Ай, немного промахнулся. На. Поскольку это ядро, можно сказать, первичное относительно храма, здесь, скорее всего, легкий сбор семян. Надо этим воспользоваться. Но зачем же по потолку-то Есть я? там еще? Впрочем, мне все равно. А вернуться что, нельзя? Тут типа горочка. Ну, не, я так не согласен. Попробую, конечно. Но, скорее всего, съеду. Да что такое?
Так-то лучше. Получается, если сталкиваешься с монстром на площадке, не убежать. Обязательно надо сражаться и победить. Здесь еще. Будь готова! Как мне до тебя допрыгнуть? Горка вниз. Осторожно, обрыв! И назад. Это может быть самоубийственной. Прекрасно! А может и нет. 335, 336, 7. Восемь, 9, 10. Дождись прыжка! Вон еще. Есть нужное количество. Не знаю, можно ли. Или слишком далеко. Скорее всего, далеко. Куда теперь? Вот. Труднодосягаемый взял. Ладно. А вот эту не знаю. Съехать, может, по-другому надо было. Так-то не достану по-любому. Ладно, фиг с ним, телепортируюсь. Сюда. Разговоры будут? А мне говорили, что Ахриман — это миф. И отца нету, ролик не показывают. С этой силой мы теперь сможем войти в плодородные земли цитадели и дворца. Так она у меня есть уже или надо было интенсивнее жать? Точно, я забыл жать. Идем. Все то же самое, только кнопка желтого цвета.
по-другому поток. А можно еще рулить. Ты знаешь, чего я прошу. Если желание исполнено, то дай мне моя. Ты умерла? Да. Да? Я была мертва, сейчас уже нет. Так что какая разница? Я пыталась дойти до земли, чтобы... И умерла? Да. Земли не справились еще до того, как отец расколол дерево. Ладно, тогда все нормально. Дерево ничего не значило. Отец уже сломал замок, державший Ахримана, чтобы вернуть меня. Он бы так не поступил. Это все его горе. Он же твой отец. И я хочу это исправить. Мы не можем дать бежать Ахриману. Это не твоя вина, а Ахримана. Ахриман, ты слышал? Мы все исправим. Тебе не выбраться. Разговорчики. Так ты получила свою силу, когда твой отец вернул тебя? Все хочешь этой магии? Ну, умри, подвергни весь мир опасности, и у тебя получится. Это не твоя вина. Но мне от этого не легче. Я думал, что если исцелить землю, он останется в темнице. Все так. Просто нужно исцелить больше. Ахриман набирает силу. Храм становится все слабее. Даже учитывая, что мы исцелили плодородные земли? Надо исцелить их все. До этого времени у него еще есть шанс освободиться. Веришь или нет, но у меня до сих пор песок в башмаках. И не только там. Так, начались разговоры ни о чем. Смотрим карту. Получается, можно почти все исцелить. Почти, но не все. По крайней мере, вот здесь можно попробовать башню мучеников. Маршевую площадь, поставлю отметку. А потом попасть к супербоссу. Тут он просто палки в колеса вставлял, а здесь уже серьезное что-то должно произойти. Также мне надо 540. А, это всего 540. Но чтобы купить конкретно зеленую, 194 набрать. Понятно. Маршевая площадь. Обычно на ней тренируются солдаты. Но в базарный день здесь собирался рынок, и жизнь била ключом. Сейчас она пуста, как и весь город. А телепортироваться можно только в такую. Перенестись. Что было самым удивительным из того, что ты видел в своих странствиях? Даже не знаю. Много всего. Ну, хоть что-нибудь. Что тебе рассказать? Например, от чего у тебя захватывало дух? Ледяные горы. Лед, сияющий как бриллианты. Стены льда высотой с дом. Глубокого синего цвета. Или слепящей белизны. Если взять его в руку, он обжигает, а затем тает. Алмаз становится водой. Твоя очередь. Расскажи немного о себе.
Кто именно? Ну, не знаю, например, кто был твоим последним кавалером? У меня не было ни одного. Никогда? Никогда. Вот так вот. Но если у тебя никогда... Я читала обо всем этом. Многие вещи лучше всего попробовать самому. Твой черед. Расскажи мне о своей семье. Мою семью убили. Они давно мертвы. Мне очень жаль. Это было давным-давно. А что случилось? Война. Чья-то война. Ты был маленьким, когда потерял родителей? Достаточно большим, чтобы понять, надо бежать. Меня забрал дядя, а родители остались защищать город. Потом они должны были прийти за мной. Не пришли. Наверное, тебе было тяжело. Люди живут, люди умирают. Они решили умереть за чужое дело. Твои родители погибли с честью, защищая других. Кого это волнует? Они погибли и все. У каждого свой путь. Я не хочу, чтобы Ахриман убил меня или тебя. У каждого из нас своя роль. Скажи это Армузду. Кстати, где он? Мы не можем оставить. Да хватит уже повторять то, что в тебя вдалбливали. Ты ничему не научилась сама? Люди не всегда такие, какими кажутся. Вот это правильно. Верить нельзя никому. Можно, если знаешь человека. Как в случае с твоим отцом? Мой отец сыграл свою роль. Теперь наш черед. Не все еще. Есть то, что выше нас. Наверняка и в твоей жизни случались вещи, которые ты не мог изменить. Да, есть небо, море. Но ты всегда можешь изменить свою судьбу. Ты можешь что-то изменить здесь? Мы можем. Бог хочет освободиться, мы помешаем ему. Изменить можно все. Стало гораздо лучше. Никто не пытается убить нас. Если жизнь — это равновесие, как же получается так, что я все время оказываюсь в проигрыше? Ты грабишь могилы. Иногда. Ну, вот тебе и ответ. Ты думаешь, что плохое в жизни происходит только с плохими людьми? Элика, да ты святее ангела. А что толку? Все, наболтались. Всегда мечтал уметь летать! Рана моей. Ух ты, как некрасиво. И, пожалуйста, прыгай еще раз. И это все потому, что нажал X. В момент, когда карабкался. Если б не нажал, все бы автоматом получилось. Я с тобой. Слабенький. Да ёлки.
Чувствую, что за нами наблюдают. Я ничего не чувствую. Давай перейдем туда, пока это безопасно. Ну что этот ураганчик означает? Можно теперь сюда. А, ёлки. Иди дальше. Но почему только камень? Я видел дворцы с золочеными крышами, расписанные храмы. Здесь были цвета. Парадная форма солдат, шатры торговцев на базаре. Множество красок. У вас тут есть базары? Посреди пустыни? И чем вы торговали? Песком? Здесь бывали сотни караванов с шелками и пряностями. Но голос Ахримана крепнул. Люди ушли. Торговцам больше не было смысла сюда приходить. Как ты убедишь их вернуться? Они придут. 1000 лет мы стерегли легенду, но теперь люди узнают, что опасность реальна. Те, кто верен долгу и чисты сердцем, вернутся. Надо исцелить эту землю, пока нас не заметили. А можно врезаться куда-нибудь? Думаю, да. Следующая плита тут.
Свалил. Ты в порядке? Да, давай. Эй! Ты правда в порядке? Да. Спасибо. А потом надо будет сходить на настоящий базар. Не хочешь передохнуть? Надо исцелить плодородную землю, тогда он уже не вернется. Теперь, когда тьмы нет, я понимаю, почему ты хотел остаться здесь. Да погоди хоть секунду. Расскажи мне о нем. Почему его зовут Охотником? Легенда гласит, что некогда принц, главной страстью которого была охота, убив всех, кого только можно, продал душу Ахриману, чтобы охотиться на самых опасных зверей – людей. Кажется, он выбрал не того человека. Он еще не мертв. Выглядишь ты неважно. Ты так говорил всем девушкам? Неудивительно, что в итоге оказался в пустыне со слом. Ну, не надо уж так. Ты ведь не избалованная маленькая капризная принцесса, я-то знаю. Ну, я и не напрашиваюсь на комплименты, нет смысла. Мы определенно делаем успехи. Важно каждая свет. Я не думал, что охотник умен, но подождать нас прямо на плодородной земле было с его стороны неплохим ходом. Нельзя недооценивать темных. Им подвластно многое, и управляет ими сам Ахриман. А с чего принцу, у которого и так есть все, продавать свою душу Богу? Как думаешь, принцесса? Я не продавала душу. Я выбрала служение. И ты думаешь, тебе в этом помогут? Полагаешь, Армуст рядом? Ты видел, на что способен Ахриман? Без Армузда не обойтись. Так ты служишь Армузду или просто боишься Ахримана? Ты хочешь знать истину? Или прячешься за своими вопросами, потому что боишься ее? Все. В полете собирать. Посмотрим, можно ли в полете набрать. Да. Ай. Как же вот те взять? Может, полетим и возьму. У Армузда неплохие крылья. Блин. Хотел как лучше. Видимо, не этим способом.
Каждое семя помогает мне. С Бурандом. Вернулись. Нет здесь по краям. Думаю, что помру, если упаду. Не буду. Пока вернемся на основную тропу. Корвус. Пособираем, походим налево-направо. А вон пропустил. Пойдем, принцесса. Ай, ёлки. Я думал, можно схватиться будет. Ну и ладно, зато взял. О, нет. С этой стороны насобирал, теперь с другой. Ну. Надеюсь, оно не ядовитое. Куда это меня приведет? Мы должны найти Блейд.
И все равно пропущено. Я же вроде там был. Но что-то светится. И наверху 3. Иди туда. Спасибо. Оставлю это на досбор потом. Сейчас не буду уделять много времени подобному. Держи, Элика. Блин, опять. Что за... Расслабился я, что ли? И с той стороны тоже можно было, наверное, спрыгнуть, я не догадался. Вот еще одна. Я чувствую прилив. Спасибо. Извини. Прыгай. Спасибо за помощь. Это мы к мельницам, что ли, подходим. Все та же воронка, помню ее. Карта, ну-ка. Да, мельницы. Поставлю вот эту. Сколько я здесь взял? 37. Да, сюда. А этот как не знал, так и не знаю, как достать. О, блин. Опять рухнул. Придется с монстром драться. Быстро пал.
Пришли, что ли? Что его взбесило? Это башня мучеников. Он пытал там пленников для забавы. Что ж, мы теперь поиграем с ним. Поиграем. Башня мучеников. С этим местом связано много печальных воспоминаний, ведь именно здесь охотник пытал своих пленников. Все они умерли, так как восстали против власти Ахримана. А я еще не слушал, кажется. Маршевая площадь. Мы исцелили землю, но чтобы город мог возродиться, мы должны вернуть в него жизнь. Солдат, торговцев. Может быть, тогда он снова оживет. Получается, здесь разное описание до исцеления и после. Храм солнца. Когда солнце садится, это место спокойно ждет рассвета. Тьма уже не властна над этой землей. Мельницы. Возможно, когда-нибудь они снова будут кормить город. Нужно лишь немного терпения. А описание этого места есть логово? У каждого темного была своя крепость, убежище. Это убежище охотника. Как только откроются черные ворота, мы сможем навсегда покончить с его властью. Черные ворота должны открыться. Стой спокойно. Лететь к мини-битве с боссом, а потом к настоящей битве, серьезной. Логово. Зеленая здесь есть. Что Ловушка? случилось? Да, он охотник, не забывай. Кажется, можно обрушить вон ту стену. В ловушку попали. Думаешь, поймал нас? Решил, что это так просто? Мы идем за тобой. Если выберемся. Нам вверх или вниз? Вверх пути нет, значит вниз. Что за тупые вопросы? Теперь, когда тьмы нет, я понимаю, почему ты хотел остаться здесь. Светом Армузда. Ну вот, теперь только ты и я. Одни в темноте. О, мы спасены. Мы на территории охотника? Как думаешь, что он для нас приготовил? Он держал здесь пленников, охотился за нами по всему городу, а потом развешивал свои трофеи по стенам этой башни. Я так полагаю, эти трофеи вовсе не цветочки. Тела замученных жертв, мужчины, женщины, дети. Все, кто стал на пути Ахримана. То есть, либо мы убьем охотника, либо будем висеть декорации на стене. Неплохая мотивация. Нам не нужно его убивать. Надо просто запихнуть его в тюрьму к Ахриману. И ты думаешь, что все будет вот так просто? Ты думаешь, падение было ловушкой, или ловушка была внизу? Нам надо найти путь наверх. А если мы тут останемся, что он с нами сделает? Это не вариант. Надо пробовать выбираться отсюда. Не знаю, как насчет тебя, но я не собираюсь висеть на стене. Надо отсюда выметаться. А вот.
хороший вариант по стене. Ай. Орёт там где-то. Ну, сюда, например. Эй! Доволен? Так. Не понял. А. Готов? А не, схватился. Помешало, блин. Ну что, свобода? Или не совсем? Не совсем, судя по всему. Ну да ладно, не в первый раз мне тебя бороть. Заборю как-нибудь. Что сейчас, как теперь? Я не вижу ничего. Держись от него подальше. Дай я попробую. Берегись. Мой ход. Вот так. Мне нравится. Что теперь, охотник? Победили. Сообща. Нет. Не вижу, куда дальше там хвататься за что-то можно. Нужно найти путь к той платформе силы.
Вряд ли я смогу запрыгнуть на желтую кнопку. И... камеры не двинуть, как это понимать? Я не... Держись. Без понятия. А, понял, зачем. Чтобы ровно над кнопкой стать. Возможно, мы еще избежим участи трофеев охотника. Надо исцелить эту землю. Надо. Получил? Не понравилось? Что? Земля исцелена. Мы должны идти. Ага. Зачем ты меня подкалывала? Тебе это нравилось? Что я преподал этой твари урок? Отомстил за убитых людей? Да, мне это понравилось. Тебе, если не ошибаюсь, тоже. Не бойся, принцесса, в тебе вполне хватит добра на нас обоих. Ну, если сравнивать с тобой, так я вообще святая. И я, кстати, помогал женщинам нести с базара покупки. Если у них были симпатичные дочки. Да, им я тоже помогал. Черные врата открылись. Это хорошо или плохо? Мы можем войти в святилище темного. А когда мы исцелим плодородную землю? Эссенция этого места останется внутри темного. И нам просто позволят забрать их. Придется задержаться ненадолго. Почему так тихо было проговорено? Где эти черные врата? Вон там, наверху. Наверху? Где наверху? А Кайману не на что надеяться. И они откроются перед нами. Я могу открыть их, когда мы дойдем. Но если черные врата открыты, значит... Врата откроются, когда мы к ним подойдем. Ахриман больше не берет силу плодородных земель. Они откроются. Давай постараемся оба выбраться отсюда. Согласен. Пока нет. Зеленая кнопка. Может, имеет смысл спуститься вниз? Есть ли там семена? Знать бы. Сейчас подсмотрим. Есть. Значит, спускаемся. Неплохой вид.
видок такой открывается. Падать-то смертельно, небось. Вместе! Тебе лучше, Эрика? И назад. Неплохо. Ну, ничего, воскрешай. О, блин. Зачем же так криво прыгать? Слишком просто. Ох, вот еще.
прогресс. Однако здесь нету. Есть выше. В общем, не суть. Это будет все на досбор. А значит, открыты некие черные врата. Как я пойму, они где-нибудь здесь находятся. Надо телепортироваться. А вот они. У мельниц. За которыми что-то светится. Ты справишься? 200 поколений Ахуров отдали свои жизни, чтобы остановить Ахримана. Со мной их сила, и моя тоже. Да? Может, одолжишь мне немного? Я так понимаю, ты не вёл со мной этих охот? Значит, мы одни. И вот я сражаюсь не на своей войне. То, чего старался избегать всю жизнь. Красный и желтый. К супербоссу. Охотнику. Перебрались на другую сторону. Ждет. Может еще раз спастись, чтоб не лететь в случае чего. У тебя еще есть шанс. Ты можешь уйти. Ну вот и его ответ. Как думаешь, напугали Ахримана? Чего удумал? Ах ты.
одолжение. Другое. Нажал другое. Помог боссу восстановить здоровье. Немножко. Перчатку надо было. Ты не пройдешь. Еще ниже скинул. Вот так? Каменный пол! Похоже, мест, где прятаться не осталось. Добить скотину. Это не нравится. Не убегай. Не уходи сейчас. Не теряй сил. Назад. Подохла. Ахриман не вернется. Это я обещаю.
Надо выбираться отсюда. Надо выбираться, а то все развалится нахрен. Они желают поговорить. Ты что, взорвала его? Ха! Давай выбираться отсюда. Здесь есть что-нибудь, что не разваливается? Надо добраться до платформы. А уничтожать здание было необходимо? Как нам выбраться отсюда? Айо. Ты снова со мной не ласков? Вот блин. Приготовься. А, сбоку что ли? Сбежали. Получилось! Получилось! Эй! Эй! Не бросай меня! Элика! Но ты напугала меня. Это исцеление. Душа охотника. Он ведь ушел, да? Да. Ты уверена? Ау! Ты же не собираешься метаться и стонать? То есть я бы, конечно, был только за, при других обстоятельствах. Я вижу, ты в порядке. Его время пришло. Охотник хотел охоты и получил свое. Так, теперь ты веришь в судьбу? Мной не управляют ни боги, ни звезды, принцесса. Я сам по себе. Куда мы пойдем дальше? Давай постараемся оба выбраться отсюда. А ведь было сказано, что 25 семян в этой территории должно быть. Или я их уже получил, надо проверить по карте. Так, ну-ка. Логово охотника. А вот они у меня уже получены. Видимо, это такая своеобразная награда за убийство супербосса. И мне надо еще накопить 98 семян, чтобы прокачать зеленую способность. А вот нажимаю на зеленую, подсвечено на карте, какие территории, обладая этой способностью, можно исцелить. Но пока ее у меня нет. И можно пойти в королевские сады, в залы коронации, башня Ахримана и, кажется, город света, да. Осталось неизлеченными 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 территорий, 3 босса и 1 супербосс вот здесь. Ведь по-любому он проснется. Я перемещусь в храм, сохраню игру. Почему-то нельзя телепортироваться, будто б я нахожусь на неисцеленной земле. Наверное, пару шажков надо сделать, чтобы выйти отсюда. Ну-ка. Зачем я телепортировался к храму, чтобы сохраниться и сказать, что ролик номер 1 прохождения на этом моменте я завершаю. Смотрите окончание. Это был Ильин Сергей, он же Сиреней из Гатчины.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.